надеюсь, нас тут не ограбят. Мы в ловушке. Я готов. Выставка вот. Приветствую всех, кто нас смотрит. У нас тут все очень неожиданно происходит. Еще утром я планировал, какой у меня будет вечер. А вот сейчас к вечеру мы уже собираемся и выезжаем с ребятами на машине в Нью-Йорк. У нас там есть разные дела. Возможно, мы купим и привезем сюда машину для одного из наших проектов. Как говорится, на ночь глядя, выезжаем в Нью-Йорк из Чикаго. Это примерно где 1500 километров примерно, может чуть меньше. Ну, в общем, это достаточно далеко. Поэтому будет пару кадров из Нью-Йорка. Возможно, что-то интересное дастся подснять. Ехать будем на нашем Форде Fusion, который мы недавно собрали. Мы, правда, не успели его отмыть хорошенько, но тем не менее он в сборе и в порядке. Должен довести нас до Нью-Йорка и обратно. Сначала хотели поехать на вот этом бегемотике Сашином, но он такой прожорливый, что мы решили поехать на гибридном Fusion. Наверное, это все-таки будет поэкономичнее. Сейчас дождусь ребят и выезжаем. Можно было бы, конечно, полететь в Нью-Йорк на самолете, но это не так интересно. Кто у нас тут едет в Нью-Йорк? Здравствуйте. Мы едем в Нью-Йорк. Все едут в Нью-Йорк. И Вова тоже. И я тоже еду. А едем мы на Волге. На Волге поедем. Тогда не на 2 дня, а ну хотя бы на недели-две. Неделю туда, неделю обратно. Будем ехать на Волге. Хорошенько. А это какая-то вечеринка, видно, была. Вот тоже хорошая Волга. Мне такая больше нравится. Ну, кому что. Соренто, один из наших проектов, ждет нового владельца. Чтоб дорога была не такой скучной. А Коля говорил, что на 2 дня едем. А судя по чемодану, месяц, наверное, минимум. Красная рыба, ключ на 10, ключ на 8, разводной. Ты к дороге готов, да? Конечно. Страпы на всякие случаи. Кондиционер забрали. Пожалуйста, в руках сразу хочу вам проверить. К поездке приготовились. Ну, поехали тогда. Наконец-то выезжаем. Такая заправочка здесь, да? Контингент тусуется. Надеюсь, нас тут не ограбят. Что, мы проиграли все деньги? Она меня назвала чип. Говорит, remove chip S. Lift the handle. Видел беспробочная система? А ну давай. Не, ну это Форд, ё-моё. Коля борется с дворниками. Слушай, а как еще в дороге развлекаться, правильно? Часик, и мы у цели. Утро. Что, почти доехали уже? Да, осталось совсем немножко. Лишь для нас место. Красивая М5 была. Но мы не за ней приехали. Нет, нет, нет. Лишь бы все не напрасно было. Как в сказке стрельнула дверь. Подтанцовывайте, ребята, давай, опа, уйду, детка, пиранды. А чтоб не грустно было ехать, на какой-то перформанс нужен. Тем более у нас музыкальный центр модный. Музыкальный центр Sony. Главное, чтобы дым машина не включилась. И лазеры, да, и все остальное. На Копарт мы заезжали забрать чек с продажи предыдущей машины, поэтому не там мы будем покупать машину, мы будем машину покупать в другом месте, и если мы ее купим, то будет контент в стиле «Доедет ли эта машина до Чикаго?» Вот и посмотрим. В данный момент переезжаем из Нью-Джерси в Нью-Йорк. Давно я здесь не был, месяца, наверное, 3 примерно. Welcome to New York. Ну вот мы в Нью-Йорке. Завтра в Лонг-Айленд пройдет выставка электрических машин. Victrify Expo. Можно будет кататься на разных автомобилях электрических. Будут всякие техника, видишь, там что-то самокаты, самокат. Будем ехать посмотреть. Сейчас закажем билеты и на связи. Уже будем вещать оттуда. Завтра поглядим, что там. Может, на чем-то покатаемся, подснимем что-то интересное. Родной район. Нас на районе не звонят, а звонят. Вот так вот можно, оказывается. По бездорожью. А в столб можешь, а?
Занесло и бах! Еще один. Ох. Гибрида тебе будет хватать. Давай, давай, догони у того дядю. Не, у нас в селухе поспокойнее, это хорошо. Как сказал Коля, нужно обязательно побывать на Брайтон-Бич. Есть вот такое прекрасное заведение, называется «Волна». Но, правда, волны уже нет, один штиль остался. Колоритно здесь. Мы, конечно, приехали в Нью-Йорк по делам, но прогуляться по Брайтон-Бич почему бы и нет. Тем более, я здесь никогда раньше не был. Очень много бабулечек и всяких дедушек чилят на скамеечках. Так вот проводят старость. Носит брюки галифе, но мы об этом никогда не узнаем. Коля пошел. У Коли воспоминания из молодости, из юношества. Такой вот вайб летнего Брайтон-Бич. Всем доброе утро. Нам наконец-то удалось выспаться в этой поездке, потому что предыдущая ночь была очень бессонной. У нас такой прикольный вид за окном на Манхэттен. Нам не удалось, скорее всего, и не удастся купить машину, которую мы хотели. Но у нас будет прикольное событие, на которое мы сейчас идем. Мы уже купили билеты. Это Universe Electricity Expo. То есть там будут предоставлены для тест-драйва, для просмотра. Вообще будет большая выставка самых новых, самых современных электромобилей. Я думаю, это будет очень интересно. Сейчас мы туда и отправляемся. Помчать. Как Коля вчера пел в караоке, если вы слышали. Вот так ты понял. Вова, как ты фантазера вчера оценил? Весь Бруклин подпевал. Песня этого, песня нашей поездки, понял? Вот только что-то чуть-чуть там это, я не знал. Песня нашей поездки «Фантазер», это она. Сейчас покажем вид. Манхэттен уже как муравейник, поэтому на улице здесь негде гулять. Здесь специальный вид, поэтому 4-й этаж, заходишь, там стоят беседочки, и люди стоят, дышат воздухом. Она хотела бы жить на Манхэттене. Но родилась мужиком в Саратове, да? Чувствуется тебе? Чувствуется? Вкус Манхэттена чувствуется? Здравствуйте, и с вами Николай. Посмотрите, футболка на выворот. У Коли сегодня специальный стиль. Слушай, а ты достаточно уверенно шел. Так, бля, и воротник уверенно подходит. Если пуговицы застегивались, наоборот, я бы узнал бы. Подышали утренним манхэттенским воздухом и пора двигаться дальше. В этом доме живут исключительно китайские пенсионеры. Добро пожаловать в город контрастов. На этих улицах вы можете увидеть всех, кого хочется. Люди одеваются, чувствуют себя свободно, раскрепощенно. Могут идти в одежде, могут без, могут целоваться, могут обниматься. Могут быть люди X, а могут Y. Такое вот место. Нашу машину тут немного заблокировали. UPS. Все, мы в ловушке. Не знаю, я здесь выйду. Любыми путями буду выезжать. Предлагаю вам челлендж, пацаны. Давайте кто быстрее. Я на трамвае домой, на трейне, на метро. А вы не домой, а в банк. Вы на машине. Я знаю, что ты знаешь, что мы будем позже. Как говорит Коля, нам очень повезло, у нас нет штрафа. А мог бы быть. Вот так вот суетливо течет жизнь на Манхэттене. И старый млад, и европеец, и азиат. Все живут тут вот так. А там уже Toyota. Это что, тоже электрическая? Сейчас какая здоровая электрическая Toyota. Какой-то обман, это вообще не электрическая машина. Вот он, повелитель Дордэша и Убера, новый Prius.
Вот это все, да, что оставили. Уже мне нравится постоянно. Это украли. А, стырили уже, стибрили ручку. Ну такой дизайн. Инновационный. Я понял. Сюда можно, как в наших, помнишь, старых машинах, там паук. Да. Можно самому прикрутить, кастомный арт-объект. сделать, Ну да, да. кастом. Нет, слушай, ну симпатично выглядит. Ну, прикольно. Ну, можно. Кстати, вот тоже арт-объект. Видишь, тоже уже ручку кто-то на память забрал. Ну, может, а что мы возьмем на память с этой машины себе? Глянь, там подогрев сиденья, Да, вентиляция сидений есть подогрев. А нету тут, может, зарядка какая-то, книжки. О, и коврика тоже уже Два нет. USB-C. Коврик уехал. О, лядь, бро, смотри, такого ты не видел. Я возьму себе этот болтик. Панорама, смотри. Какая себе панорама. Вот так, сборка, японская сборка. О, привет, откручу. Да, 2 камеры, прикольно. Не знаю, зачем 2 камеры, но, наверное, так лучше. И что-то тут уже подразобрали. Оно не дособрано, и там же тоже болты Да, не закручены. откручено. Короче, вот он, новый Prius. Special Electric. Прикольно. О, как можно делать классно. No way, Yeah, it's a cooler. no way. Nice, huh? Can't say that about it. Можно использовать как кулер. Сложил туда пивко, оно остыло и наслаждаешься. Так, вернемся к Ford Mustang электрическому. Я на таком никогда не ездил, если честно. Музыку выключим. Понятно, что не алло. А вообще, в общем, такое интересное решение. Что можно вообще? Ага, вот так у нас есть. Радио. Apple CarPlay, Charging. 98%. Ну, в принципе, работает. Не то, чтобы как-то очень супер быстро, но работает. Экранчик, конечно, скромненький здесь. Зато панорамка хорошая. На всю длину панорама. Задний ряд сидений имеет место быть. Ну, монитор похож на как у Мустанга. Очень похож все. Один из самых популярных пикапов в Америке F-150 электрический теперь. Пожалуйста. Калюнь, до Майами довезешь? А, нет, извините, 11 миль осталось. 11 миль осталось? Ё-моё. Цена у нее как больше, чем у Тесла. Серьезно? Цена больше, чем у Тесла? 65 рублей. Как-то too much. Такие прикольные, большие. Такой автомобиль. Высокая посадка достаточно. Блин, очень высокое сиденье. Или так настроено, или... Нажимаешь кнопочку и просто тут можно чилить, как дома на диване, смотреть телевизор. Такая удобная подставка под ноги здесь. Очень интересное решение. Как-то так. 3 ряда сидений. Саша, тебе хватает места? Подогрев, вентиляция, очень все хватает, очень удобно. Одно, что неудобно, смотри, нажимаешь одну кнопочку, и оно само слаживается. И ты слаживаешься Ты слаживаешься вместе с вместе с ним. сиденьем. Блин, еще панорама здесь была вообще шикарно. Ну, имею в виду такая цельная. Еще что-то перепутал. Еще одна EV9, только в другом цвете. Эти диски мне больше нравятся, такие прикольные. Ручки такие интересные. Видишь, сейчас как начали делать диски, они полностью закрытые. Да, это, ну, это же типа эффективность определенная. Такая же EV9, просто другой цвет салона и кузова. Панорамку бы здесь еще и была, мне кажется, вообще кошерно. Скажи, меня интересует работа масляного насоса на этих машинах, да? Как тут интересно, насос работает. Да, потому что на некоторых других Kia с масляными насосами проблема, а здесь, я надеюсь, они починили это все наконец-то. Слышишь, Боб, я думаю, там всегда из масла насоса 3-4 цилиндр будет выскакивать, а тут будет 3-4 батарейка все время включена. По-любому какие-то проблемы будут, от них никуда не деться. О, да, здесь панорама есть. Подожди, а это тоже EV9? А, это вообще другая модель. С такой Lexus, как я сидел, или как мы сидели в этом. Этот автомобиль, который тут стоит, мы записывались в очередь. Помнишь, когда были на прошлой выставке? А, да-да-да. Мы записались в очередь. Но пока сам еще ответ не пришел. Поэтому мы ждем, когда будет уже такой автомобиль. Да ничего не стырили, это у них такой прикол. Бля, реально скручены ручки. Здесь скручена ручка и здесь, во всех. Что, зачем, это непонятно. Слышишь, Саш? Тут тоже скручена ручка переключения, и это, мне кажется, они сами снимают, да? Чтобы просто их не стырили. Гибридный, да, получается? Да, это гибридное решение. 2,4 на такой большой автомобиль. Посмотри, Интересно, такой большой автомобиль гибридный, а мотор всего лишь 2,4. Интересно, насколько его хватает или не хватает. Слушай, а прикинь, здесь такой же мотор с такими же масляным насосом с балансирами, который к 100 тысячам уже помирает. это же Лексус, это же не Kia. Ай, Он же не будет его помирать.
Смотри. Это я погорячился. Вот у меня Lexus 460, и у меня багажника вообще нет, он такой маленький. А здесь он намного длиннее получается, чем 460 Lexus. Первый большой багажник. Просто когда сиденье разлаживаю, понял? Ну конечно, У да. меня вообще нету багажника, оно такой вот маленький. Ну да, видишь, тут 3 ряда, а еще и сзади есть место. Ну, нажми кнопочку, мы посмотрим на заднюю крышку. Опа, дотяжечка сработала. Ну и Тесла, конечно же. Тесла нас как бы уже ничем не удивит, потому что мы все модели видели, а новых пока они не показали. Ни Родстера, ни Кибертрака здесь нет, поэтому все то, что мы уже и видели раньше. Пообщался с тетенькой, она тоже не может ответить, когда же будет Кибертрак или Тесла Родстер. В общем, никто не знает, когда это все будет. А это было бы интересно посмотреть, потому что все остальное мы уже видели, слышали, катались и все остальное. Это полностью электрическая машина, собрана на компонентах Tesla Plaid. Я еще ни разу не ездила на трек, но очень интересно. Это был раньше Porsche, на него просто накинуты панели, он имеет такой необычный вид. Здесь даже можно увидеть сам Porsche, если посмотреть на ручки. Вот здесь вот ручки дверей, видно ручки дверей. Такой автомобиль, но очень интересно выглядит, интересно, как он ездит. Точно, 5-цилиндровая. Интересная Тесла, обвес, пороги, интересный экран здесь, звук, багажник, конечно, закончился, но выглядит все очень красиво. И самое интересное, здесь какая-то серьезная пневма стоит, потому что вот устройство для пневмоподвески. В общем, прикольно. Блин, я в Ривиане никогда не сидел, а он закрыт и не пускаю. Жаль, Ривиан, да, реветь. Ну, это все как бы такое. Эсочка остается все-таки самой красивой. Слушай, Алан, как ты думаешь, М60 что значит? А если тебе 60 ты можешь покупать, да? И что такое 60? 60? А что такое 60? Что это значит? Не знаю, мотор. Так это же электрическое или нет? Не электрическое? Значит, наклеили. 60 минут работает. А, 60 минут, а потом все, да? К дилеру. Знаешь, как люди? Максимум. Люди берут Series 3 и потом клеют вот это. А, ну да, да, да. Макдональдса. Да, с Макдональдса. Слушай, мы сидели что-то в феврале такое же, да? Такой большой багажник. Идеально подходит для пустых бутылок. Да, что у нас здесь? Ну, что-то есть здесь. тоже. Катя говорит, в Бруклине паркинг не найдешься. Ну да. Такую же мы видели в феврале, чикагская выставка. А теперь смотрим на нее в Нью-Йорке. А где мамина машина? Вот, Вот она здесь, на картинке. Закрылась, конечно, с таким звуком. Ну, это, короче, для любителей BMW. Для Артема, еще для нового Артема. Специально для BMW Club Chicago мы заснимали. 3А, да? 3А. 3А. Если была бы такая правда цена, $500 в месяц, в лист, красная машина. Ну что, Конечно, за такие деньги. Просто на 5000 еще заплатить. Всегда есть нюанс. BMW-истам нелегко живется, им постоянно приходится платить. Все это фигня, Коля, да? Скажи, вот это самый действительно практичный электромобиль. Загрузил, да, вообще Да, двигатель погрузил. все очень сзади, недорого, все очень доступно. Это самая классная вещь, да, в машине, самая прикольная. О, а здесь кондиционерчик работает. Я нашел место, где можно посидеть. Ух, так еще хорошо валит. Надо чуть сделать горячее. Оно так сильно шпилит, что мне аж Смотри, там холодно. шпилит как. О, прикольно. Надо будет потом посмотреть, пройти туда, да? Еще руль как-то заблокирован. Да. Вот это, конечно, наклейка. Не, это не наклейка. Просто, блин, оно как выглядит как Если просто за тебя не сядет, то места, конечно, не будет. Но панорамка есть. У меня тут плакаты есть. О, пожалуйста. Что почем? Что почем есть? А сколько она стоит? 48 995. Блин, ну Как дорого. Model Y. Дороговато. За 30 можно брать. Да. А за 48 дорого. За 48 дорого, да. Плюс она по милям, что сколько она проезжает. Но это Pro S, может, это комплектация какая-то серьезная. Проезжает она на полном заряде. 82 киловатта батарея. Короче, что-то проезжает. Эти 4 23 года. В принципе, те, кто любит ВАГ, хотя, наверное, вряд ли это можно ВАГом считать. Хотя, может, можно. Это можно ВАГом считать или нет? Называть тебя будут так же самое, как и все. Ваговодов, как их. Ваговодов так и будет называть, хотя электрическая машина. Вот это интересный экземпляр. Пленочкой обклеен. Можно сразу все, и жить в этой машине, и куда-то ездить, и все остальное. Выяснилось, это серийная машина, она выходит в этом году. Интересно, для любителей таких венчиков, класс. Знаете, зачем в этой машине есть кровать? Потому что они не знают, Volkswagen не знает, докуда ты можешь на ней доехать. Может просто все, финиш. Вот здесь, сегодня спите вы здесь, ребята.
Электрические мотоциклы тоже развиваются, их все больше и больше появляется. Даже именитые бренды делают электрические мотоциклы, тот же Harley Davidson. Все-таки электрика поглощает электротранспорт, вернее вообще транспорт. Прикольные штуки, плавать на воде, под водой, полностью электрические, 20 км в час развивает скорость. Ну и стоит 10 тысяч долларов, но интересная штука. Так собраны, конечно, интересно. Тупо ящик с батареей. Это не моя, это Саня. Лучше скажи, зачем она нужна? Что у нас есть один товарищ. Которому вы подарите. Мы не скажем, что здесь Это будет сюрпризом, да? будет сюрприз. Ну, хотя сюрпризы тоже всем интересны. Мы откроем, покажем. Скажи, Артем, жди, да? Честно заработанное, выиграл ее. В карты, что ли? Все, Артем, жди. Сейчас будем кататься на таком вот электрическом мопеде. А все потому, что на машинах там покататься не удалось, потому что все занято, надо было с утра еще записываться. Но мы приехали поздно и не сегодня. Не налазит немного, да? Маленький Ухи, аккуратно, ухи. Маленький шлем, да? Я готов. Мой маленький шлем. Окей. You're gonna do the same thing if you keep touching the bottle. To Окей. go faster, you press this. You don't need to move this. Okay, bike is on. Окей. До встречи. Шумахер обгоняет, и тут его догоняет. И только наши парни линии сплошные ни почем. Все, Коля поехал. Я не знаю, как останавливаться. Падай! Знаешь, как страшно падать? Самое страшно остановиться. Я не знаю. Вова упал. Да я уже последний круг начал. Понял? Травмы. Ощущение, когда падаешь, не Это можешь. тоже? У меня каждый раз вопрос, зачем я это сделал. Я же уже классно ездил, надо было спокойно дальше ехать. Главное, что зубы целые, голова. Результат выставки. У нас есть главный победитель выставки. Это я, привет. Да, привет, ребята. Не уверены? Не газуйте. А лучше не тормозите, да? Я упал за то, что я тормозил. Подведем итоги посещения нашей выставки. Выставка была интересной. Мы видели много разных интересных машин, хотя большинство, конечно, из них мы видели, но мы посмотрели на них новым взглядом. И, конечно же, не обошлось без происшествий. Я катаюсь на одном интересном электрическом транспортном средстве, похожем на скейт, только на двух колесах, либо самокат без руля. Я не знаю, как он правильно называется. Увлекся и на последнем кругу разогнался, резко затормозил и благополучно с него упал. Имею поврежденную, немного поцарапанную руку, ногу и так далее. В общем, будьте аккуратны. Выставка во! Машины во! Покатался на Вольве, как хотел. Прокатился на Кии. Жалко, что вы не смогли снять. Да. Прокатился на Тесле. На одной машине не прокатился и из-за этого расстроен немножко. Самокаты просто всем рекомендую. Самое классное на выставке это были самокаты. Впечатлений, воспоминаний. Слава богу, что нету шрамов. Это были точно впечатления, воспоминания на века. Да. Думаю, запомнится на всю жизнь. На самокате нельзя сделать подъем с переворота. Блин, ну видишь, они же не говорили об этом сразу. Если бы не сказали, что нельзя, то никто бы не делал. Поедем теперь в Централ Парк. Едем в Централ Парк. Там же есть самокаты. Вот и туда и поедем. Небольшая прогулочка по Централ Парку и домой отдыхать. Мы сейчас туда выходим, короче, и план действий такой. Мы выходим, там с Саней садимся, и ты выходишь, типа, с нами. Я говорю, спасибо, что пришли к нам в офис, короче, типа, начинаем рассказывать. Спасибо, ребята, что пришли к нам в офис. Тема та же самая, что и с BMW этими штуками. Классическая, да? Классическая. Как мордой кирпичом и вперед. Ну, в общем, вы поняли. Возвращаемся домой, но это не точно. Как же, будучи в Нью-Йорке, не заехать на Таймс-сквер? Обязательно.